Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Весы. Таро прогноз на декаду, на 10 дней, с 1 по 10 августа. Давайте с вами узнаем, чем будут связаны эти 10 дней, о чем нас хотят уведомить карты. И у нас сегодня первая колода 78 дверей. Открыты двери или закрыты? Какие ключи нам нужно подобрать? А может быть, куда-то мы и сами не пойдем. Но именно эта колода больше говорит о действиях или какой-то нашей активности. И мы достанем первые три карты, не задавая вопросов, как потоковая информация. С чем вы можете столкнуться, мои дорогие весы, в эти 10 дней? Давайте узнаем. Пусть это будут как знаки судьбы, что нужно принять во внимание, в расчет. Но, может быть, так неоднозначно рассмотреть какие-то альтернативные варианты. Здесь какой-то явно выбор или вопрос, причем сложный, нам как пространство может вернуть какую-то возможность, и это для вас как подарок, но вы ему как будто не рады. Или он приходит не вовремя. Вот, наверное, как по этой карте нам изображена монахиня, и мы понимаем, если человек уходит или принимает монашеский постриг, всегда предшествуют какие-то сложные события в жизни. И, может быть, эта женщина, которая нам изображена в возрасте, она мечтала о семье, о теплом уютном доме, чтобы было много детей, но как-то пошло все не так. В итоге она приняла решение, и вот уже теперь, когда, казалось бы, ее жизнь совершенно понятна и прогнозируема, вот ее мечту высшие силы возвращают. Но это неожиданно. Понятно, что она не оставит этого маленького плачущего младенца среди луж и холода. Она занесет в дом. Но что она будет делать дальше? Будет искать приемных родителей или отдаст куда-то ребенка на попечение? Или сама будет преодолевать сложности для того, чтобы оставить малыша себе? То есть все равно вот какая-то мечта к вам возвращается, но совсем не так или не тем путем, как вы это ждете. Может быть, это где-то будет требовать от вас перезагрузки или какого-то длительного этапа, когда вы адаптируетесь к чему-то, мои дорогие. Но тем не менее, шестерка пентаклей– это как помощь высших сил. А еще и опять же 6. 6 вообще, если по нумерологии, это всегда какая-то победа. Вот такая неоднозначная какая-то победа или возможность. Или не случайная случайность тут может быть. И вы сначала можете, как знаете, опешить даже. Или думать, а что это такое вообще? Зачем мне это все нужно? И Его Величество выбор будет присутствовать. Нам ведь не говорят о какой-то определенной сфере жизни. Хотя, можно сказать, жизнь личная, это тут наверняка может проигрываться. Но есть еще и те карты, которые, как личная жизнь, не обязательно про любовь. А это ваши творческие планы. А среди вас очень много творческих людей. То есть какой-то неоднозначный подарок судьбы, с которым поначалу вы будете думать, аж вообще, что мне с этим делать. Интересненько. Ладно. 3 знака судьбы. 3 карты давайте будем доставать. Что же это нам тут вообще? Что это такое? Первый знак судьбы. Что за ситуация? Второй. И еще третий знак. Что прояснится? Вот такую карту мы сейчас с вами достанем, и я надеюсь, она нам даст какое-то понимание или прояснит, чего это касается. Не случайно, может быть, и карты перевернулись вот так неоднозначно, но одна другую дополняли. В чем ваша сила, мои дорогие весы? В чем вы наиболее продуктивны, производительны? Или вот на что у вас сейчас как будто сил более чем и хватит, и получится, может быть, что-то до точки, до логического завершения довести, или это для вас будет иметь какое-то значение? Кто или что появится неожиданно, а вот такое может быть. У нас ретро-Меркурий до 10 августа, и, в принципе, планетарные транзиты нас к какой-то спешке не призывают. Тут могут, наоборот, как и люди из прошлого, так могут и какие-то дела на паузу становиться. Но, может быть, и из прошлого какие-то дела, кстати, возвращаются. Я это допускаю. Так вот, если мы говорим об отношениях, а прежде в этих отношениях были проблемы, держите руку на пульсе. Проблемы, скорее всего, никуда не исчезли, поэтому будьте реалистами.
Сфера ваших достижений. Дела, работа, бизнес, у кого-то учеба, у кого-то и просто документы. Сфера финансов, любовь и личная жизнь. Так что ж там за знак такой? Ага, вот так. Вот вроде все стабильно, да, четверка пентаклей. Баланс, равновесие. Есть от чего как бы оттолкнуться. Ну и мы так себя неплохо чувствуем, правда. Четверки пентаклей неплохо. Но иногда это карта ревности, кстати, или когда мы пытаемся через силу что-то удержать. В данном случае девушка нам показана, которая видит решение проблемы только вот в одном каком-то знаменателе, ключе, а это не может быть продолжено. Вам что-то нужно передумать, мои дорогие весы. Вот как эта девушка, она смотрит на дверь и так вот озадачена. Как мне в дверь войти? А мы понимаем, что либо она должна уменьшиться, либо дверь должна вырасти. А если рационально, то ни первого, ни второго не произойдет. Какой-то вопрос в вашей жизни вам нужно поставить по-другому. И девушка, если бы она поставила перед собой вопрос не как вот именно в эту дверь зайти, а как мне там оказаться, вот за этим забором, то вполне вероятно, во-первых, можно туда заглянуть, то есть вы можете найти какую-то информацию, мои дорогие, и прояснить тот или иной вопрос, а так ли вам это нужно. И уж точно, если нужно, перемахнуть этот забор. По сути дела, какое-то иррациональное решение той теме, которую вы сейчас обдумываете. И карта, кстати, она не говорит, что это кто-то за нас сделает. Вам что-то нужно делать самим или на что-то решиться. Такой знак судьбы. Может быть, какое-то ожидание затянулось. И ожидание может быть с учетом короля кубков и по отношениям, и по деньгам. Ну, тема, откуда приходят деньги. И это значит работа или ваши достижения, может быть, личное дело, творчество или вообще какой-то новый вид деятельности, занятости. Может быть, и нужно чему-то обучиться. Тут нужно что-то сделать по-другому. Потому что король кубков в этой колоде, дверь, кстати, она не закрыта, она открыта. Тут ведь принципиальное значение двери имеют. Так вот, если эта дверь закрыта, нам даже и не нужно туда, мы запросто перемахнем забор. А по королю кубков как бы дверь открыта, но он ждет, он вспоминает. Какие-то приятные воспоминания нас могут удерживать от активных действий. А нужно как будто не выбирать, а вам в этот 10-дневный период постоянно совмещать то, чего вы хотите, или, может быть, какие-то аспекты личной жизни и одновременно вопросы финансов. Нельзя тут удариться как будто в одно во что-то, а второе так оставить само по себе. Нет, но и ожидания не должно быть, мои дорогие. Нам показан русал, который, видимо, ждет до бесконечности русалочку. Единственный теплый такой яркий предмет – это кубок. А вся остальная обстановка, она какая-то серо-унылая. Ну что ж, тут двери открыты. Ну и он нам, ну, тут ведь в этой колоде самые разные карты. И цвета-то тоже, обратите внимание, если даже вот с предыдущей картой сравнивать, то это какая-то синяя. Ну и русал, хочется сказать, посинел от ожидания. Ну вот ожидание точно, я вижу, что какое-то должно закончиться. Третий знак судьбы, ну нечего добавить. Конечно, по аркану маг это вы обладаете такими возможностями, способностями, как маги, волшебники. Но помним, что маг – это великий практик. Это не про магию ни разу. Это действия, но такие, может быть, и точечные, очень выверенные, когда себе точно не навредить, когда приходится взаимодействовать с разными людьми, может быть, и договариваться, рассматривать альтернативные варианты, мои дорогие. Может быть, это и была какая-то чужая игра. Значит, эту игру мы должны переиграть и сделать, чтобы эта игра была ваша собственная. Нам говорят, что у вас сейчас наиболее ресурсный период тоже, хотя вы можете сталкиваться с людьми, которые пытаются вами манипулировать, может быть, удерживать вас в каком-то ожидании. Или вас целенаправленно кто-то ведет не по той тропинке или не в том направлении, показывая вот что «стой и думай», как будто, да, как ты в эти двери пройдешь. А тут не надо так думать. Тут нужно вообще что-то переиграть. Но сделать-то мы можем, когда мы понимаем, а я сейчас вот из этой игры
свою собственную создам. Это я сейчас поиграю, возьму и перемахну за этот забор. Что ты мне тогда скажешь? Вот, понимаете, вас ничто не сдерживает, кроме вас самих. А как будто первый шаг сделать сложно. Вот об этом карты. А вместе с тем, то вам карты говорят, что у вас все стихии в руках. Вы маг и волшебник. Сила мысли, мои дорогие. Давайте посмотрим, что же прояснится. Ну, я допускаю, конечно, у кого-то по личной жизни это вот эти тройственные союзы, когда третий лишний. Ну, не у всех, понятно, но у кого-то может быть. Хотя и я могу допустить, что и по работе ведь такое тоже может быть. Допустим, вы хотите получить должность или занять какое-то престижное место. Может быть, вы в конкурсе даже участвуете и знаете, что кроме вас есть еще другие кандидатуры. И тогда я должна сказать, что здесь вот все равно, скорее всего, выберут вас. Потому что все же это карта праздника. И вот эта неразбериха, она тоже закончится. Но для кого-то это будет означать и по личной жизни. Ну тогда, как вас могут выбрать, с одной стороны. Но предыдущая карта с учетом короля кубков, может быть, и не нужно ожидать, когда вас выбирают. Выбирайте сами. И тогда праздник придет быстрее. Здесь все же карта нам говорит, что прояснится. Ну, есть тот пункт, мои дорогие весы, по которым праздник, улыбки на вашем лице будут. Есть что-то доброе, хорошее. И поэтому, может быть, это просто что прояснится. Взаимоотношения с конкретным человеком или какая-то ваша история, которой, может быть, вы долгое время занимались. Здесь что-то вас будет радовать, и действительно тема проясняется, и мы более чем-то воодушевлены. В чем ваша сила? В осторожных действиях. И когда вы сами делаете первый шаг. Девятка жезлов – это сила собственных желаний и собственная энергия, когда у нас хватает мужества сделать, опять же, этот первый шаг. Еще карта свидетельствует о том, что у вас сейчас действительно ресурсный период. В герметической колоде Таро это карта великой мощи. Буквально вы физически сильны. И просто нужно продумать, куда вы эту силу будете прикладывать. Или, мои дорогие весы, на что вы будете соглашаться. И карта где-то подсказывает. Сделал один шаг, остановись, осмотрись. Ну вот, наверное, загляни за забор, да, найди информацию. Как будто у вас, вы сами можете что-то прояснить. Но даже если после этого вы словно перемахнули этот забор, тогда тоже нужно. Вот перемахнули, и мы смотрим, так, что за обстановка, кто меня окружает. То есть, ну, тут так неоднозначно. Мы можем оказаться в какой-то новой ситуации. Вы тоже, мои дорогие весы. И тогда правильно расставить приоритеты. Может быть, и с разными людьми придется общаться. Может быть, у кого-то общаться на разных языках. Забор-то я перемахнул. Может быть, это вы куда-то буквально едете или переезжаете. Ну, у кого-то это может быть и ситуация, когда вы оказываетесь в отпуске. Или поехали что-то узнавать, к примеру, на местности. Или пусть это будет организация. И вы видите новых людей и еще не знаете, что от них ждать. И значит тоже, а вы великие дипломаты. Вот вам дипломатия точно помогает. Ведь маг, он ведь тоже дипломат. Он и умеет увиливать в тех случаях, когда случай неоднозначный. Непонятно, что там человек задумал. И вроде бы и для вас есть какой-то интерес, но как там что будет продолжаться, пока не определено. Но вы как будто тогда идете вперед. А вообще, я должна сказать, вы сами какую-то игру можете тут тоже затеять. И что-то будете просчитывать настолько педантично, тонко. И, держа руку на пульсе, в любой момент будете готовы корректировать планы. Потому что есть какая-то у вас задумка. И пусть прежде не было задумок, а вот в эти 10 дней вполне может появиться. Кто или что появится неожиданно. Этот период может совпадать с тем, что появляются из прошлого люди, поэтому будьте внимательны. И двойка жезлов – это то, что нам знакомо, это не есть что-то новое. Это то, что, возможно, длительное время тянется, или и не да, и не нет. Может быть, все же жезлы – это какая-то история по работе, когда вы, может быть, имеете две работы, и вы понимаете, нет, тут надо уже что-то прояснять, потому что большая нагрузка.
Или одна какая-то уже ваша работа, она перестала отвечать вашим требованиям, желаниям, ну, может быть, и материальному эквиваленту. Опять же, есть какой-то выбор, который вы должны сделать. Может быть, тут и из прошлого, кстати. Выбора этого не было, а тут вдруг кто-то материализуется, правда? Ну, будьте реалистами, если были, опять же, какие-то проблемы, или уже вы когда-то наступили на старые грабли, не надо думать, что что-то поменялось. Поэтому не создать себе самому проблемы, но даже если вы видите, что да, вот на определенный период времени, я с учетом карты мага, я, ну, как бы нет маневра, я должен на что-то или должна согласиться, рассматривать этот вариант, то с учетом карты мага вы будете определять временные рамки. Как долго вы готовы быть в этом состоянии или буквально вы будете ждать вот этого рывка, когда вы сами себе скажете «пора», чтобы выйти из этой какой-то, как из затянувшейся истории, а для кого-то, может быть, и любовного треугольника. Вот и такое тоже могу допустить. Сфера ваших достижений. Вы смотрите уже вперед. По пажу жезлов это, во-первых, может быть какая-то новость, информация. Мы уже об этом с вами говорили, но это еще и новое направление. Здесь первые действия. Вы сначала как будто определяетесь, может быть, и ищете недостающую информацию, или что-то сами узнаете. Может быть, и вам какое-то предложение приходит. Тут самое разное, у каждого по-своему. Но это мы словно на развилке оказываемся, и вот нам нужно понимать, направо, налево, куда же мы тут идем. Вы что-то будете просчитывать или недостающие какие-то сведения изыскивать, потому что нужно буквально что-то просчитать, как будто не ошибиться. Но это уже всегда шаг вперед, это уже шаг в будущее. Вам, видимо, в эти 10 дней происходит внутренняя перезагрузка, когда вот эта четверка пентаклей для многих из вас, теперь вот да, я уже вижу, ну вот есть то, что до чертиков надоело, мои дорогие весы. Ну, видимо, может быть, даже так вот ревкообразно или быстро как-то не получается отделить зерна от плевел, но очень хочется, поэтому вы, даже если на что-то соглашаетесь, то понимаете, что нет, это только короткий период. Душой вы где-то уже в будущем. Это на достижения. Или, может быть, на документы. Четверка мечей на финансы. Ни разу нам не говорят о том, что мы торопимся достать из кармана деньги или кому-то одолжить, или за что-то заплатить. Думай, нам сначала говорят. Да, это карта паузы, приведение мысли в порядок. Ну вот, в общем-то, мысли в порядок перед тем, как осуществить какие-то платежи, траты, а это вам помогает. Вообще неспешная карта и не говорит о том, что, ну, как-то и деньги приходят именно в этот период, да, хотя, может быть, вы и будете решать какую-то тему, вопрос, но, тем не менее, больше это через холодные мысли. Тут, конечно, не надо задержаться чересчур, если эта пауза по деньгам длится слишком долго, то тогда время принимать решение. Тогда по четверке пентаклей, вот, да, посмотрите, четверка мечей, четверка пентаклей. Мы можем вот этот дуплет карт расценивать, что ничего не происходит. Вы ждете, что кто-то откликнется, например, может быть, вы прежде, вот тройка кубков мы говорим, подавали разные резюме или разговаривали с разными руководителями, рассматривали разные варианты работы, но вас никто не пригласил, нет вот этого самого отклика. Так хватит ждать. Тут нужно максимально что-то конкретизировать. И если пусть там в 10 мест, куда вы эти резюме отправили, нет ни одного отклика, время делать выводы. Искать 11 место. Вот это точно. Тогда на деньги пауза должна закончиться. Хотя я могу допустить и так, что если вы при работе, да, или ваш, допустим, бизнес какое-то время пробуксовывает, личное дело может быть, вот эта пауза, она уже была, то тогда вы, знаете, так вот медленно, шаг за шагом будете из этой паузы выходить. Но приготовьтесь, что вам тут, скорее всего, какой-то сальто-мортале тоже придется делать. Я такое допускаю. Как будто обстоятельства вас могут к этому вынуждать. Иначе это, знаете, как бесконечная какая-то пауза, бесконечное ожидание. Примите это к сведению. Любовь и личная жизнь. Но деньги все-таки они у вас есть и будут. Девятка пентаклей– это карта самодостаточного человека. И я вижу, что для большинства из вас просто, знаете, уделите внимание отдыху.
10 дней не такой большой период, согласитесь. И планетарно ведь для отдыха, для смены имиджа, да, для себя самого или самой, когда мы не подгоняем. Ведь уставшие люди делают ошибки. И если даже мы чувствуем в себе ресурс, что мы можем много еще тут совершить, то, тем не менее, отдых — это, знаете, свежая голова на утро, будем говорить. Ну, смотря какой, конечно, отдых. Тут уж будем реалистами, но по девятке пентаклей. Все же мы тут позволяем себе, с одной стороны, расслабиться, восстановить силы, но это карта самодостаточного человека. Он знает, когда себе сказать можно и когда себе сказать нельзя, чтобы не переусердствовать. Потому что когда слишком много праздника, так тоже, наверное, нехорошо. Потом уже и финансы по четверке мечей, ну, уже в другом эквиваленте могут быть, да? Или когда по четверке пентаклей недостаток, может быть, где-то мы вынуждены экономить. И мы все разные. Перекладывайте на себя, мои дорогие. Но если мы говорим на личную жизнь, не совсем девятка пентаклей про любовь. Ну, может быть, для вас сейчас даже, если у вас все прекрасно, если все хорошо, или в отношениях какой-то полный порядок, но эта карта о таком холодном расчете. Или карта самодостаточного человека, или бизнесмена, бизнесвумен, назовите и так. И, наверное, когда у вас есть свое личное дело, вы никогда не бываете в отпуске. Вы все равно будете думать, как это продвигается, что там происходит, правда? Поэтому вот тема финансов или откуда они к вам приходят, она вас не оставляет в эти 10 дней. Хотя расслабиться нам показан именно человек, который позволяет себе отдых для того, чтобы восстановить силы. А может быть, для кого-то и путешествие. А почему нет? Такое я тоже могу предположить с учетом пажа жезлов и карты мага. Может быть, спонтанно на какую-то недалекую поездку вы решитесь, ну а кто-то, может быть, и подальше. Вообще очень добрая, интересная энергия. Напишите, мои дорогие весы, мне интересно. Я когда делаю прогнозы, я ведь не вижу, у кого там что. Поэтому я всегда с удовольствием читаю ваши комментарии, когда вы описываете житейские свои ситуации. Оставайтесь со мной, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.